Всем привет! Сегодня готовим дрожжевые вафли. Эти вафли получаются вот такие пышненькие, сверху у них хрустящая корочка, а внутри они достаточно пористые и мягкие. Готовятся они очень просто и занимают буквально 5 минут активного времени. Для теста нам понадобится 2 больших яйца, яйца должны быть комнатной температуры. К яйцам добавляем 340 мл также теплого молока. И 6 столовых ложек растопленного сливочного масла. Масло я заранее растопила и немножко охладила. Сюда же в общую чашку добавляю 4 столовые ложки с горкой сахара. И 3/4 чайной ложки соли. Также добавляю пакетик дрожжей, у меня это 5 грамм. Все ингредиенты жидкие хорошенечко перемешиваем до полного растворения дрожжей. Добавлю немного ванилина в порошке или можно добавить 1 чайную ложечку ванильного экстракта. И также всыпаем нашу всю муку. Общее количество муки 240 грамм. Замешиваем тесто. Это можно сделать либо вилкой, либо венчиком. Венчиком, наверное, даже удобнее, потому что не остается комочков. Тесто на эти вафли получается очень жидкое. Я знаю, что многие сейчас захотят добавить муку, этого делать не нужно, оно такое и должно быть. Теперь тесто накроем крышкой или пленкой, и ему нужно будет постоять час в теплом месте. После часа тесто немного покрылось пузырями, вот так оно должно выглядеть, оно стало чуть гуще и более пузырчатое. Я ставлю разогреваться свою вафельницу на температуру средняя. Чтобы вафли не прилипали, вафельница должна быть хорошо разогрета. На эти вафли у меня уходит 2 полных стакана, чтобы сделать вот такие 4 вафельки. 2 полных стакана теста. Если у вас такая же вафельница, как у меня, то из этого объема теста получается 10 больших вафель. Эти вафли также хорошо замораживаются и хорошо разогреваются в духовке либо в тостере. В моей вафельнице время выпекания 3,5-4 минуты. Конечно, время будет зависеть конкретно от вашей вафельницы. Я обычно ориентируюсь на пар, как только его становится меньше и вафельница немножко затихает, значит вафли готовы. Из всех вафель, которые я когда-либо выпекала, а у меня их очень много на канале, если захотите, посмотрите, то эти вафли выпекаются очень странным образом. Сверху у них образуются такие пятнышки, неровный цвет, зато снизу такой красивый, золотистый, равномерный цвет, очень красивый, медовый. Кстати, это тесто также можно делать с вечера и оставить его на холодное брожение в холодильнике. Тогда вафли приобретут более такой хлебный дрожжевой привкус. Если будете тесто готовить заранее, то его нужно приготовить способом, как я уже показала, оставить его на час, чтобы оно поднялось, и только после этого убрать в холодильник. Утром также желательно дать тесту немножко согреться. Вот так выглядит нижняя часть вафель. Посмотрите, у них одинаковый красивый золотистый цвет. У них хрустящая корочка. Эти вафли на мой лично вкус очень хорошо сбалансированы по соли и по сахару. И на вкус немного напоминают сладкий хлеб. А снизу вот такие они получились. Немного цвет неровный, но это никак не влияет на их вкус. По текстуре внутри они крупнопористые и мягкие. Я думаю, что гурманы оценят сочетание текстуры, это хрустящая корочка и такой нежный мякиш. Очень приятное сочетание. Мне лично эти вафли нравятся в свежем виде, но и на второй день, разогретые в тостере, они очень даже вкусные. Дайте мне знать лайками, если вам понравился этот рецепт, и до встречи в новых видео!